Меня зовут Людмила, и я вас приветствую, мои дорогие мастерицы, на своем мастер-классе. В оригинальном исполнении, но очень простой, объемный двухсторонний узор сегодня с вами свяжем. В конце видео поделюсь небольшой информацией по узору, а сейчас давайте его вместе вязать. Для удобного просмотра открывайте полноэкранный режим. Хорошего всем настроения! Образец я буду вязать из полушерстяной пряжи от Alize Lana Gold 240 крючком 6 мм. Раппорт узора всего 2 петли, значит набирать нужно четное количество петель, и при расчете вашего изделия еще учитывайте 2 кромочные петли. При наборе я петли набираю слабо, чтобы край изделия не стянуло. В общем, ориентируйтесь по своей плотности. Вот сейчас можно провязать ряд столбиками без накида. Просто первый ряд узора не очень удобно вязать, но я начну сразу же с узора, так как край изделия смотрится намного красивее. Провязали петлю подъема и вяжем полустолбики с накидом, но своеобразным образом. Смотрите как. Делаем накид и первый полустолбик вяжем как обычно. В следующую петлю вяжем тоже полустолбик, но заводим крючок с внутренней стороны. Если вам неудобно, пальчиком вот так вот раскроете петлю и снизу, то есть с другой стороны, вводите крючок и провязываете полустолбик. Косичка будет перекручиваться, но вы ее обратно поверните. Провязали раппорт 2 петли и опять повторяем. Первый полустолбик сверху в петельку, второй полустолбик в следующую петельку с внутренней стороны. Давайте еще вам покажу, и потом уже самостоятельно провяжите до конца ряда. Вот я уже подошла к концу ряда, и здесь провязывается последний полустолбик раппорта, то есть полустолбик с внутренней стороны петельки, и остается крайний кромочный полустолбик. Напоминаю, что у нас есть 2 кромочных столбика. Последний я вам только что показала, а первый это была петля подъема. Вот так выглядит первый ряд. Узор похож на рельефные столбики, но вяжутся совсем по-другому. Со следующего ряда мы вяжем полустолбики в такой же технике, но в шахматном порядке. Сейчас я вам расскажу маленький лайфхак, как просто сориентироваться по узору, чтобы не запутаться. В конце видео я вам оставлю схемку, которую я составила. Вы ее можете заскринить, а сейчас просто объясню. Смотрите, будете ориентироваться по предпоследнему столбику, то есть последний кромочный и рядышком который. Уже с первого ряда узор у нас очень хорошо понятен. Здесь давайте будем называть выпуклые и вогнутые столбики, чтобы проще было. И вот предпоследний столбик у нас выпуклый. Значит, в следующем ряду провязываем петлю подъема, разворачиваемся и вяжем после кромочного столбика выпуклый. С этого ряда уже будет проще, потому что сформировались вот такие вот 2 косички. Их прекрасно видно. И мы сейчас будем вязать в шахматном порядке, цепляясь за косички. Первый у меня идет столбик выпуклый, и я буду цепляться за вот эту вот лицевую, будем так говорить, косичку, то есть за крайнюю стенку косички, которая находится с лицевой стороны. Вот здесь я нахожу петельку и провязываю выпуклый полустолбик. Нахожу следующую петельку и провязываю полустолбик за заднюю стенку изнаночной косички. Все. И раппорт опять повторяем. Выпуклый за переднюю стенку, вогнутый за дальнюю, выпуклый столбик, вогнутый. И так до конца ряда.
И вот я подхожу к концу ряда. И так как у нас узор в шахматном порядке, предпоследний полустолбик должен быть вогнутым, то есть изнаночным, с изнаночной стороны. И последний. Ищем вот эти 2 петельки. Крайний, за 2 петельки цепляемся и провязываем крайний кромочный полустолбик. Переходя в следующий ряд, вспоминайте, как я вам говорила, ориентируйтесь по предпоследнему столбику. У меня изнаночный, вогнутый, значит, я в следующем ряду начну с изнаночного, то есть за заднюю стеночку, за дальнюю. Ну вот, собственно, и весь узор. Вот такой простой, несложный. Самое главное — наловчиться, петельки не затягивать, чтобы легче было крючком цепляться. Тогда узор получится пышный и красивый. Такой узор не даст нужного результата из какой-нибудь тонкой нити, а с другими видами пряжи малого метража можно поэкспериментировать для получения различных эффектов. Ваш выбор ниточки будет зависеть от модели, сезона и других предпочтений. Его можно использовать для вязания снудов, шарфов, пледов, как вариант связать в подарок полотенца, салфетки, если взять пряжу немного тоньше, какую-нибудь полухлопковую. Я уверена, вы найдете для себя лучший вариант. Край полотна получается красивый, фактурный и в некоторых случаях не требует обвязки. Допустим, это может быть джемпер без дополнительной планки или резинки. Двухсторонний, мягусенький такой. Можно связать пледы квадратиками, используя остатки пряжи. Схему также оставлю в разделе сообщества YouTube или в ВК-группе. Очень благодарна обратной связи от вас и добрых отзывов. До новых вязаных встреч!